Всем привет! Меня зовут Юра, я шеф-кондитер, и вы у меня на канале Шокояма, где мы снимаем сладости. Но сначала я хочу вам рассказать об одном интересном канале Super Baker. Жанна делает классные обзоры на разные ингредиенты, кондитерский инвентарь и книги. Рассказывает, что интересного можно купить в кондитерских магазинах, сравнивает цены и составы продуктов. Рекомендую вам подписаться на канал Жанны и не пропускать ее интересные видео. И сегодня у нас с вами будет рубрика «Десерт за 5 минут». Мы с вами приготовим десерт, который легко и быстро приготовить можно дома, если вам что-то нужно срочно сладкого кому-нибудь подать. Для этого нужно из обязательных всего 2 ингредиента. Из необязательных это те, которые вы найдете у себя дома, что можно использовать для десерта. Итак, из обязательных ингредиентов это прежде всего белый шоколад. Он может быть не белый, но он должен быть шоколад. И сливки. Я вам говорю, у меня белого шоколада 120 граммов, сливок в общем 380 граммов. Из них 50 я буду греть, а 330 я буду взбивать. Из необязательных у меня сегодня есть хурма, потому что зима, и апельсин по той же самой причине. Итак, что же мы делаем? Ну, белый шоколад мы должны растопить. Вот, я его уже растопил. Вот он, видите, у меня растопленный. А сливки 50 мы должны подогреть. Градусов примерно 40-50. А эти сливки мы пока поставим взбиваться. Пускай они взбиваются. Если у вас есть стационарный планетарный миксер, это прямо огонь. Я сливки подогрел. И теперь я их добавляю в свой шоколад. Вот у меня чуть теплая. Если бы я закипятил сливки, масса была бы сейчас очень горячая. Как мы знаем, в горячую массу добавлять взбитые сливки это не очень хорошо, потому что они сразу же у нас упадут. Соединили это, у нас взбиваются сливки. Давайте подготовим сразу фрукты. Все, мы освободили наш апельсин от кожуры. Теперь мы видим перегородки. И мы берем аккуратненько так вот, раз, и так вот, два. Оп, и получили чистый сегмент. Все, мы забрали у апельсина все сегменты. Берем хурму. И мы ее тоже почистим. Итак, сливки. Смотрите, сливки у нас практически взбились. Почему мы их не взбиваем сильно? Потому что сливки, это если их перевзбить, будет масло. И когда сильно взбитые сливки, они дают очень много жирности. Это ощущается, как будто ты лопаешь масло. Все, вот видите, они такие, как говорится, чуть-чуть недобитые. Теперь мы добавляем наши сливки в наш шоколад. Как всегда мы делаем сначала небольшую часть, облегчим массу. Самое главное это сохранить объем. Сильно взбитые сливки очень тяжело добавлять, потому что они, как и белок, хлопьями они идут. Готово. Все, наш с вами крем готов. Взяли тарелку, взяли ваши любимые печенья, взяли крем и положили этот крем в тарелку. Теперь взяли печеньку, раскрошили печеньку, насыпали ее на один край. Теперь берем наши сегменты. Не забываем, что у нас еще есть хурма.
Положили хурму. Пожалуйста. Все. Это простой десерт, он очень вкусный, это невозможно оторваться. Давайте я вам сейчас покажу еще один его вариант. Делаем базу крем, а дальше все, что вам нравится, как хотите. Хотите, покрошите шоколад, хотите, киви сюда положите. Можно кусочки лимона, такие малюсенькие, чтобы они прям очень сильно кололи язык. Тоже интересно будет. Ну а идеально здесь, конечно, малина, ежевика, клубника, манго сюда прекрасно, ананас. В общем, играйте с этим как хотите, включите фантазию. Вот, и приятного аппетита. И до скорых встреч. Пока-пока.